Каждый человек хочет сделать что-то уникальное. Я не исключение. Сама того не зная, я стала последним журналистом, который запечатлил перед уничтожением самый большой самолет в мире – Ан-225 «Мрия». Данный выпуск – это уникальный сюжет, которого больше не будет никогда. 23 февраля 2022 года я находилась в аэропорту Гостомель и снимала интервью с командиром экипажа Ан-225 «Мрия» Юрием Булавчиком. А на следующий день, 24 февраля, на территорию аэропорта Антонов в Гостомеле высадился российский десант. На нашу землю пришел русский мир. Рашисти уничтожили самый большой самолет в мірі «Мрія», але нашу українську мрію не знищити ніколи. Мы сейчас находимся возле самолета «Мрия», самого большого самолета в мире. И это капитан этого самолета Юрий Булавчик. Все украинцы понимают, что такое «Мрия», то, что это самый огромный самолет в мире. Его сделали в Украине, но меня смотрят зрители не только в Украине, а в разных уголках мира. Можете объяснить, в чем уникальная «Мрия»? «Мрия» — это самый большой самолет в мире, как вы сказали. И уникальность его состоит в том, во-первых, размеры, размах, длина, то, что он может привезти количество груза максимально 250 тонн. А если брать несколько пассажирских «Боингов», сколько нужно сложить «Боингов», чтобы получилась одна «Мрия»? Наверное, много. Там сколько размеры? «Мрии» несколько раз больше. Сколько? Если так посчитать. Например, девушки, такие как я, смотрят. Сколько нужно? 10. 10 «Боингов», чтобы получилась «Мрия». Да. Почему вы выбрали профессию пилота? С детства мечтал стать пилотом, и так получилось. Вырос здесь недалеко, возле Гостомеля, и смотрел все время на самолеты, и пошел учиться в НАУ, и закончил, и пришел сюда работать. Вы недавно стали новым командиром «Мрии». Вас специально готовили на эту должность? Я до этого летал командиром Ан-124 Руслана, то есть это как один из этапов, и инструктора посмотрели, приняли решение вводить меня командиром на Ан-225. То есть вы летали 5 лет сначала на Руслане? Сначала я летал и на Ан-148, первый мой командирство я получил, начал летать в 2014 году, потом в 2017 на Ан-124, и вот с конца 2021 года начал летать на самолете Ан-225. Какой должен быть стаж работы, чтобы стать командиром самого большого грузоподъемного самолета в мире? Вам сейчас вообще 36 лет, 35. Молодой командир. 35 лет. Да. Стаж работы, до этого должен летать, быть уже командиром на Ан-124, то есть это как одно из условий, иметь достаточный опыт, и чтобы инструктора, которые видят, приняли решение о вводе в строй. То есть и далее там уже, когда учеба, полеты, подтвердить то, что этот выбор был сделан правильно. А в каком возрасте, как правило, становятся командирами такого самолета? Такого? Как правило. Он же единственный, и не так летает много. Тут обычно там, как говорили, я читал тоже даже эти комментарии, 35 лет, это в советское время, там уже в 23-24 становились командирами. Тут такого нету, то есть, как правило, для самолета Ан-225. То есть для вас это что, достаточно поздно? Судя по комментариям. Это я говорил, что видел комментарии в Ютубе, на канале Антонова. Это не поздно, это нормально. Вы помните свой первый полет на «Мрии»? Да, это был 16-й год. Мы тогда летели в Острову, в Чехию, и были рейсы, серия рейсов с Островы. Мы возили технику в Нигерию, в город Кадуна.
да. И какие ощущения были? Ну, вот это, при да, первом я помню, полете? первый полет, мы прилетели в Острову, меня поразило то количество людей, которое собралось, когда встречали, очень много людей, много было людей, ну, возле аэропорта, даже возле забора, смотрели, все фотографировали, мы прилетели, тогда как раз у Дмитрия Викторовича телеканалы приехали, брали интервью, то есть, и когда вылетали тоже, мы там несколько раз летали, несколько раз, ну, все время собиралась куча людей. То есть вы себя чувствовали звездами? Ну, не звездами, ну, просто это, ну, куча людей, да. Дмитрий Викторович, сколько лет вы проработали на Ан-225? Практически со второго ее рождения. Значит, Мрия в 95-м году совершила свой крайний полет как бы в первой своей советской жизни и стала на долгие стоянку. Но наш генеральный конструктор Балабуев Петр Васильевич принял решение о восстановлении самолета в 2001 году. И я считаю, что в 2001 году, как раз вот в это время, она начала снова летать и получила сертификат летной годности. И с 2002 года я подключился тоже к выполнению полетов на ней, поэтому практически 20 лет. Вы пролетали 1500 часов за штурвалом Мрии. Наверняка для вас это не просто самолет. Что для вас значила Мрия? Мрия, первоначально, она действительно была самолет. Это самый, я считаю, что вот для летчика освоение такого наивысшего типа тоже какое-то достижение. И естественно, что мне было очень... Я горд был за то, что я подключился к полетам на этом самолете. Просто что такое достиг самой вершины. То это не значит, что я достиг и остановился. Все равно продолжал развиваться и занимался и другими самолетами. Но Мрия, естественно, она особенная, потому что, во-первых, привлекала очень много внимания к себе, такое чувство гордости за то, что ты с Украины, самолет украинский, потому что вот второе ее рождение в 2001 году, я считаю, что самолет стал полностью украинским. Поэтому... То есть это миф, что со времен Советского Союза Украине просто досталась Мрия? Значит, с Мрией могло произойти то же самое, что произошло с многими самолетами, которые остались на постсоветском пространстве. Это и порезанные у нас боевые самолеты Ту-160, Ту-95, которое по настоянию всего мира было совершено такое кощунство, и многие-многие другие. Поэтому тот самолет советский умер, можно так сказать, в 1995 году. В 2001 году родился новый самолет, украинский. А вы знаете, что россияне думают, что и Мрия, и Руслан принадлежат им? Ну, это такое, потому что создавалось все вместе, действительно, никто не отрицает. Это весь Советский Союз создавался, потому что производства были везде, практически во всех республиках разбросаны. Большой вклад сделал, например, Ташкентский завод. Я представляю, что Узбекистан тоже может претендовать на то, что практически в каждом самолете Руслане, в Мрии, самые главные части силовые, это произведены в Ташкентском заводе. Поэтому они тоже могут претендовать. Но это было. Так сказать, произошло то, что произошло. И поэтому нельзя жить прошлым. Надо двигаться вперед и не вспоминать, кто что было. Ладно, мы эксплуатировали этот самолет, поддерживали в летной годности без чьей-либо помощи извне от бывших советских республик. Что входит в обязанности командира экипажа? Обязанности командира экипажа прописаны в руководстве, в документах, а так, самое главное, что это как управлять экипажем, смотреть за выполнением всех действий и принимать правильное решение в любой ситуации. Это в полете, на земле, при
даже тот же распределение труда и отдыха, там, когда долгие полеты, определить, вот, если это полет на МРИ, там, на Руслане может более 10 часов, то есть определить, что там, через 2 часа замена на месте, там у нас летает 2 инженера, 2 штурмана, ну, также 3 летчика, 2 командира и 1 второй пилот. Это обычно, может быть еще стажер. Ну, это много, то есть обязанностей, которые должны выполняться. То есть вся ответственность за полет Да, лежит на командире. после лежит на командире. Какие знания необходимы пилоту, чтобы быть командиром экипажа? Знания от английского языка, ведения радиосвязи до знания матчасти, каких-то характеристик, до знания правил полета в государстве, в которое мы прилетаем, потому что география очень большая, и мы можем сегодня быть в Америке, завтра в Европе, разные страны, разные. То есть все нужно изучать и готовиться тщательно к полету. А часто бывает такое, что аэропорты отказывают в посадке самолета из-за масштабов МРИ? Ну, за МРИ, да, я слышал, но даже где-то, не помню, где-то в Азии Дмитрий Викторович рассказывал, что он специально ездил туда, летал пассажиром и уговаривал, ну, рассказывал властям аэропорта, что нас не нужно бояться, что здесь все нормально будет, прорулим. И он говорил, и потом выполнили там рейс. А что бояться, что вы какой-то ущерб нанесете? Большой размер, может, да, ущерб двигателей, там что-то сдуть, задеть за концовкой крыла и вообще может, если в случае чего, там парализовать аэропорт, там, ну, если там какие-то рулежки, которые, ну, для сруливания, там, для руления, ну, разные. То есть это, я думаю, разные там могут быть вопросы. Что для вас самое сложное при управлении таким самолетом? Ну, это не самое, ну, не для меня, это как бы на что нужно больше внимания при движении на земле. Самолет больших размеров, и нужно очень хорошо смотреть, осмотрительно за концовками крыла. Очень медленно рулить и потому что можно сдуть также там какие-то маленькие самолеты, те же заборы. Можно, ну да? Да, если сильно большой режим дать, и самолет очень тяжелый будет, то нужно. То есть рулить осторожно. Я слышала, что даже иногда во время руления приходится просить членов экипажа выйти, либо это пилот выходит, и посмотреть, не заденет ли что-то самолет. Да. Так ли это? Ну да, во время руления, когда мы не уверены, что мы можем безопасно прорулить, там не задеть за концовкой крыла столб, самолет или другой объект, конечно, мы остановимся, попросим свою техническую бригаду выйти, проконтролировать. Мы находимся внутри самолета Ан-225, грузовой отсек. Ну, это то, где мы перевозим грузы. А вы всегда знаете, что вы перевозите? Ну, как всегда. У нас есть брифинг самолета, там указано, как правило, наши лоуд-планеры, которые там планируют рейс, возможность взятия груза, там, распределение его, как можно его погрузить, они знают, да, мы можем там у них спросить, узнать характер груза. То есть ничего запрещенного? Ничего запрещенного. Перевести не получится. Идем как раз длина по полу порядка 44 метров, ширина 6,4 и минимальная высота 4,4 метра. То есть, когда перевозили маски, это грубо 1000 кубов объема самолет перевозил. А вообще же МРИА создавалась для того, чтобы перевозить буран. Но в итоге используется в других целях. Как вы считаете, хорошо то, что ее используют? Сейчас просто, как хорошо. Разные времена, разные задачи. Сейчас нужно... была проблема с пандемией. Там мы возили маски, возили тесты. То есть МРИА работает. Нормально. Вот эта МРИА еще может послужить по прогнозам 17-19 лет. Есть второй аналогичный самолет, но его нужно достроить. Как вы думаете, чисто в теории, может ли появиться вторая МРИА? В теории может. А в чем проблема? В навыках инженеров
либо в финансировании все-таки? Я думаю, тут то, и финансирование, и те люди, которые создавали это все, должно было, ну, передаваться поколениям. Я думаю, где-то оно остановилось на каком-то этапе. То есть если вторую Мрию не создадут, Ну, это будет еще летать долго и долго. то есть вы думаете, можно и продлить ее и больше, чем на 19? Конечно. Я смотрела интервью Дмитрия Антонова, и он рассказывал, что еще и туалетов не было, приходилось с ведром ходить, носить это это все, да, ну, что там, ну, если сравнивать ту Мрию и эту... Ну, это просто особенности, да, там, что не было туалета, но то внутри мы поднимемся, я вам покажу, то есть там, наверное, не было тогда кухни. Да, этого я не застал, то есть только по разговорам, но таких кардинальных изменений, ну, она же как и была, когда вылетели в 88 году, так и сейчас. То есть чисто улучшение для Да, экипажа, да, для экипажа, для да. пилота. Да. Как вы узнали, что Мрия уничтожена? Ну как, это все так же из СМИ начали появляться уже в начале марта отдельные фотографии, потом видео были разные, но не хотелось верить. Сам себе сказал, пока я лично не увижу, то не поверю в то, что это произошло. И надеялся, что при первой встрече все-таки какие-то останутся надежды на то, что этот экземпляр можно будет восстановить. Но, к сожалению, он может быть очень хорошим заделом для второго экземпляра. То есть кое-что, я думаю, что после решения комиссий будет взято для второй Мрии. А вот психологически очень сложно было? Вы все-таки были капитаном, командиром? Я был, да, одним из тех, кто выполнял полеты. У нас, многие, но у нас командиров было как минимум 8 человек. Мне, конечно, но в первый день, когда я 1 апреля сюда попал, очень печально было, очень печально вид, и я понял, что, тут с восстановлением уже никак. И до сих пор тут не верится, что вот это произошло, потому что еще 5 февраля я прилетел на этом самолете сюда, в Гостомель, вернулся. Да, и прошлый год довольно насыщенный был, потому что мы активно участвовали в помощи всему миру с пандемией ковид, выполняли много полетов. Прошлый год еще запомнился тем, что 30-летие независимости нашей Украины и парад, и мы готовились к параду, и Мрия выполняла много полетов, в том числе и над Киевом, то есть ее все видели. Это был такой подъем такой душевный. А тут, конечно... Поэтому будем надеяться, что новая Мрия обязательно будет. Над Киевом это вы тогда летали? Да, как раз... Да. Я был все эти... Там у меня есть и остались записи этих полетов, поэтому есть что показывать, есть материал, который, действительно, сохранилось много материала полетов Мрії. З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну кордон нашої країни перетнули понад 9 мільйонів людей. Ті, хто стикався з евакуацією, знає, наскільки важко знайти надійних та перевірених перевізників, а також єдиний сервіс, де можна вибрати та придбати квиток. Чеська компанія «Інфобус» – це зручний та надійний онлайн-сервіс з продажу автобусних, залізничних та авіаквитків. На сайті можна знайти більше 50 тисяч маршрутів на різні види транспорту по Україні та за її межі, а також між країнами Європи та світу. Квиток можна оплатити онлайн зручним та безпечним способом. У сервісу є особлива послуга, яка дає можливість оплати замовлення безпосередньо водієві під час посадки в автобус після попереднього
попереднього бронювання. Також можна оформити квиток з відкритою датою. Перевагою є те, що сервіс пропонує постійні акції та промокоди на знижку. Я раджу завантажити мобільний додаток, в якому ви знайдете більше пропозицій, ніж на сайті. В описі під цим відео я залишаю для вас посилання на сайт. За промокодом Раміна ви отримаєте знижку 4% на послугу сервісу. Промокод діє до 31 грудня 2022 року. Інфобус. Making travel easy. Так, мы сейчас в кабине Да, пилота. в кабине пилота в самолете Ан-225. Я сижу на месте Второго второго пилота, пилота, да. вы на своем месте. Расскажите, что здесь, как? Кабина идентична самолету Ан-124, только вот и как вот так сразу же прийти и посмотреть, и увидел здесь 6 рычагов управления двигателя. То есть мы понимаем, что мы находимся в кабине самолета Ан-225. А так она идентична, да. У каждого члена экипажа свои там приборы, АЗК, которые нужно включать на разных этапах, там предполетной подготовки, после запуска двигателей, вот так. Ну, также здесь мы здесь как два пилота, здесь штурман сидит, вместо 2 бортинженера, и по левому борту крайнее место это бортрадист. То есть минимальный 6 человек. состав экипажа 6 человек. Да. А какой у вас распорядок дня на длинных расстояниях и как происходит ротация команды? Во время полета на длинном там участке летит 6 человек, это на рабочих местах. Так. Во время полета, потому что мы летаем двойным экипажем или усиленным, у нас на борту находится 2 бортинженера, 2 штурмана, 3 пилота, как обычно, радист. Во время полета, конечно, да, для соблюдения труда и отдыха мы меняемся, то есть договариваемся там 1,5-2 часа один сидит, контролирует полет, меняемся время. То есть каждые 1,5-2 часа то это есть, можно пойти полежать, поспать, да, пойти выпить полежать, кофе. да, покушать, то есть тоже, чем хочет. А также меняются пилоты или инженеры тоже? Инженеры тоже, да, меняются? инженеры тоже, потому что 2 инженера, 2 штурмана, 3 пилота, не более 100 часов, 28 дней. А какое количество стран вы уже успели посетить? Где-то больше 100, там, может, 120, где-то так, плюс-минус. Порядка больше 200 аэропортов. А какой у вас график, вот когда вы прилетаете, и Мрия стоит на земле? Бывает же такое, что и по месяцу она может стоять, потому что невыгодно лететь обратно с пустым грузом. Где-то пустой. не в Гостомеле, а за границей? вы Да, имеете? да. Мрия так много не стоит обычно, как бы у нее, если есть расписана программа, то есть там может неделю постоять, да, там это на это. А вот когда Руслан, да, было такое, что и месяц, туда ждем полета, занимаемся, спим, кушаем. Прилетели, если у нас там выгрузка, загрузка или какой-то там 3-4 дня отдыха, мы едем в гостиницу. И у вас свободная программа, просто ждете команду, да, когда... свободная программа, конечно, мы знаем, что, например, у нас, если точно там 2 дня, мы можем там куда-то поехать на экскурсии, посмотреть, там, разно пойти где-то погулять. А если мы знаем, что там нам через 18 часов нужно уже лететь, то есть приехал, там что-то пошел, там, может, туда прогулялся, куда-то сходил, и потом уже нужно ложиться спать, отдыхать, потому что впереди рабочий день. Ваш наставник легендарный Дмитрий Антонов. Можете рассказать, в чем его крутость? Дмитрий Викторович, он человек-машина, он может держать в голове очень много информации, может делать несколько действий одновременно. А чему он вас научил? Чего научил? Управлять этим самолетом. Также он меня еще вводил в свое время на самолет Ан-124 в командира. В январе НАТО предлагали эвакуировать
я так поняла, Да, всю да. вашу структуру. Да, так Почему не обращало руководство внимания на вот эти все сигналы? Сложно сказать, но я действительно стопроцентно это сведения я видел. Это письмо, написанное 25 января. Поступило предложение, да, от НАТО, с которым мы сотрудничаем по авиакомпании. Авиакомпания сотрудничает в рамках Антонов Logistics Alice. Офис находится в Лейпциге. Было направлено сюда это предложение. Это месяц, целый был месяц для того, чтобы принять решение. Я, честно говоря, не знаю, почему оно не было ни отклонено, ни поддержано, ничего. Игнор? Чисто игнор? Да, то есть там это надо узнавать. Возможно, этим вопросом следствие там занимается и сделает какие-то выводы, а может, не сделает, поэтому все очень сложно. Но такое действительно было предложение. Если бы мы восприняли его, как и другие авиакомпании, которые вывели свои все самолеты до войны с Украины, значительно бы наше предприятие себя бы лучше чувствовало, в том смысле, более, финансово было бы более обеспечено. А вот ваше мнение, то, что уничтожена МРИА, это халатное отношение предыдущего руководства предприятия Антонов? Я именно что уничтожено, я не скажу, что это халат. Я и говорил о том, что почему они остались на базе. Потому что не было принято решение о вылете самолета. Все, вот. Почему руководство не приняло решение о вылете самолета? Опять же, этим занимаются, следствие идет, смотрят и должны сделать выводы. Самолеты вполне, вот единственное, что я могу сказать, вполне могли быть эвакуированы отсюда. По крайней мере, МРИА, Ан-26 и Ан-74 стопроцентно могли улететь и накануне, и за неделю до событий начавшихся. Кто виноват? Компетентные органы должны разобраться, потому что просто так обвинять нельзя. И самолеты никогда еще из-за халатности не гибли. Самолеты гибли, вот как конкретно с МРИА, естественно, причина – это пожар, взрывы и вот такое. А косвенные факторы, к сожалению, наверное, за косвенные факторы никого еще особо и не наказывали. А вы понимаете, как она была уничтожена? Сложно сказать. По крайней мере, видим, что произошел пожар под самолетом, я предполагаю, под самолетом, вследствие чего тоже должны те, кто разбираются, как пожар происходил, какие-то первопричины. Есть же такие специалисты, то есть они должны понять, был ли прилет. Были разные кадры, есть в сети, ходят, там, где видны несколько взрывов отсюда, из-под ангара, таких и без какого-либо прилета бомб сверху. То ли тут было много боекомплектов под самолетом складировано, то ли еще что-нибудь. Сложно. Это только нужны прямые доказательства, тогда можно сказать точно. По вашему мнению, МРИА можно было спасти, если бы ее отогнали? Конечно. Просто нужно было решение. Всегда у нас решения на вылеты некоммерческие принимает генеральный директор. Так заведено. То есть его команда, и самолет улетает буквально через 3-4 часа может улететь. Вот. Такой команды не было. Хотя, все говорило о том, что начинают, как сказал, НАТО еще за месяц до этого, затем разные другие косвенные факторы, что другие авиакомпании улетели. К примеру, страховые компании начали уже страховать буквально перед войной самолеты буквально на 1 день. Это тоже такой, я считаю, что довольно большой показатель того, что что-то не то творится, надо с этим что-то делать. Но вы были уверены, что будет вторжение? Тогда бы, если бы у меня хоть
конечно, не было такого. Вот у меня лично, ну, тогда машина тут не была. В кабинете у меня, к сожалению, ну, уничтожена пол моей жизни, потому что там у меня и документы, там у меня и материалы по вот всей жизни, как бы, там фотографии и прочее, там даже грубо говоря, со школьного, и там конспекты какие-то, ну, и там средства всякие материальные. Потому что, ну, почему считал, что это надежнее, чем вот это место, его просто быть не может. Естественно, если бы я был не уверен в том, то есть уверен, что что-то будет происходить, наверное, бы попытался что-то забрать из этого. А так все здесь сгорело, все осталось. Ну, я говорю, это все проходящее. А главное, чтобы была победа, и мы начали, увидели нашу Украину новой, красивой, и наконец-то, чтобы все те недостатки, которые мы отлично знаем, были предыдущие 30 лет, ушли куда-то в прошлое. И мы стали совершенно европейской страной. Мы с вами встречались 23 февраля 2022 года, снимали, как уже сейчас оказалось, последние даже часы жизни самого большого самолета в мире «Мрия». Расскажите про свое утро 24 февраля, как у вас изменилась ваша профессиональная жизнь после 24 февраля? 24 февраля меня где-то в 5 утра разбудила жена и сказала, что она услышала какой-то взрыв. Ну, я такой, типа, говорю, Юль, спи. А сам же залез в интернет, посмотрел, и через пару минут я сказал, собирай детей, потому что они маленькие, спали, и сказал, собирай вещи, собирай детей. Были большие уже пробки, это был Гостомель, вот выезд в Бучу, то есть вот так. Ничего не было то, чтобы там кто-то говорил, что нужно, мне лично, что перегнать Мрию или что-то именно того. Я только слышал там, что перегнать нужно другие самолеты, это А-26, А-74. То есть вы и живете в Гостомеле, и работаете? Да. То есть, когда началась война, еще было открыто небо, то планировалась эвакуация, но просто не успели. Да? Разговоры были, то, что я слышал, то есть, потому что у меня там знакомые ехали с Киева, в Гостомеле. Но они были в пробках, там я созванивался с ними. То есть, потом была команда, что ехать всем по домам. А вот скажите ваше мнение. Дмитрий Антонов говорил, что НАТО предлагали эвакуировать Мрию раньше. Вы слышали об этом? Я уже слышал вот эти, когда уже Дмитрий Антонов об этом говорил уже в своем там видеоблоге, это все разговоры. А так до этого, тогда у нас были полеты, мы были об этом как-то, я не слышал, то есть он просто как человек там, ближе к начальству, он как сам начальник, он где-то ходил на какие-то совещания, где-то с кем-то общался, потом услышал, наверное, я так понимаю. Вот мы с вами же снимали реально за сутки. Мы где-то в обед там или до обеда снимали это. Мы утром, и получается уже на следующий день это все произошло. Мрия, говорили же, я помню, там меняли двигатель, да? Она могла улететь или нет? Мы когда снимали, тогда двигателя не было на ней. Двигатель поставили только ночью. Ночью там закончили. То есть чисто в теории, если бы там оказались пилоты до вторжения, да, то можно было бы улететь. Если бы это была там поставлена задача, что сразу же поставили двигатель, сделали гонку и взяли и полетели, в это время где-то улетал Руслан. Тоже вечером он просто улетал в командировку. То есть это было запланировано, и все. То есть на это время, то есть где-то в час ночи, может, я не помню точно. То есть если бы была задача такая поставлена там экипажу, все, люди прибыли бы, сделали и могли спокойно улететь. Конечно, это да. А сколько вам дается часов, допустим, как-то нужно экстренно эвакуировать самолет? Вы находитесь дома, вы в Гостомеле, а другие люди. Экстренно эвакуировать самолет, такого у нас никогда не было. Просто, например, как было, что позвонили и сказали, вот ты можешь, там через 2 часа быть
на аэродроме, там, срочный вылет. Ну, такая практика была, и люди, конечно, то есть у нас же есть как бы определенное количество людей, которые могут летать, ну, на Русланах там все летают, и на Мрии много людей, то есть в этой ситуации можно было, конечно, собрать. Это мое мнение. Ну, то есть, если бы снова-таки все знали заранее, что это Ну да, произойдет. да. Мы с вами переписывались, когда узнали о том, что Мрия уничтожена. Ваше имущество тоже пострадало? Ну да, дом возле Гостомеля он разрушен полностью. Там, родительский дом, где мы выросли с братом, жила наша мама. Деревня была оккупирована, и когда их убивали, то есть много домов пострадало. А там, где вы жили с семьей, все нормально? Ну, это, да, можно сказать, ну, там именно у меня, да, то есть, вокруг там много разрушений, много, сожженных домов, там, попадания, ну, такая вообще неприятная там обстановка. В квартирном доме, то есть даже этот дом пострадал, но моя часть не пострадала, как бы там стекло, не очень. А так прилеты в дом есть, рядом там есть частные дома, которые сгорели, плюс еще наш дом, просто там он как бы в лесу, и со стороны там, где глубина леса, то есть он был промародерен орками. То есть к нам еще не дошли к нашему подъезду, потому что он ближе туда вглубь. И хотя, как сказать, не дошли. Дошли, там 3 квартиры они тоже открыли. Просто я видел это видео, они там просто там топорами, там ломом открывали двери и заходили, и все. А как вы узнали, что Мрия уничтожена? И помните вы свои первые эмоции? Первое, когда это все было, я помню, да, это... Я не верил, там, это были первые слова, то есть фотографий еще не было, то есть мне казалось, не может быть, что такие большие значительные повреждения будут, может, там немножко где-то. А потом, конечно, когда увидел, это большая боль. Вы, когда узнали о разрушениях, вы созванивались с кем-то из коллег? Конечно, созванивались, там, переписывались, фото, присылали. Когда первые там еще кадры были где-то с какого-то там, с неба снятые, то есть вроде как Эллинг, и там повреждения, и там, или это наш Эллинг, это там или Мрия, или это фейковое фото, но потом оказалось, что это все-таки правда. Это большая потеря, как бы внутри себя, это же, знаете, как говорится, мы все надеемся, что ее восстановят, и, я думаю, все будет хорошо. Главное, чтобы закончилась война и была победа, и далее мы будем уже думать, как. И думаю, много людей хотят, потому что это гордость Украины, гордость всего мира. То есть я надеюсь, что она будет восстановлена. Какой у вас протокол действий перед полетом и что входит в чек-лист Мрии перед полетом? Перед полетом, когда мы подъезжаем, первое, что мы подходим к самолету, мы ее погладили. Любой самолет, сказали привет. Пошли делать осмотр самолета. Смотрим на целостность самого самолета, смотрим там на шасси, нет ли никаких повреждений, там, может, кто-то перед этим, после посадки было. Делаем осмотр самолета. Также заходим в кабину экипажа, тоже все осматриваем. Также у нас имеются карты контрольных проверок перед каждым этапом полета. То есть мы тоже во время, перед запуском двигателя, перед рулением, на исполнительном старте мы это все выполняем и смотрим. То есть каждый из членов команды... Да, знает свои действия, и при чтении карты он отвечает, что он это выполнил, и подтверждает. А кто проверяет исправность самолета перед полетом? Перед полетом также у нас, как мы говорили, имеется техническая бригада. Они тоже смотрят, так же, как и мы осматриваем самолет. Каждый может там где-то увидеть что-то вдруг засмущало, там какой-то подтек масла или гидрожидкости, может быть, и нужно это все обратить внимание, посмотреть, проверить,
нет ли какой-то неисправности. И также мы приходим, у нас имеется бортовой журнал, мы смотрим там, если перед этим кто-то другой летал, если были какие-то замечания, все записывается в бортжурнал, и потом или это техническая бригада, или нужно там лететь нам на базу, или можно с этим отказом летать согласно документам. То есть мы это смотрим, все в комплексе проверяем. А бывало такое, что отменялись рейсы из-за того, что нашли какую-то неисправность? Не, ну, конечно, да, может, ну, такое было. Ну, так при памяти крайне вот не вспомню, но бывало такое, да, что перед полетом, ну, то есть, может, там не у меня, но вообще часто, ну, не часто, а вообще знаю, что такое может быть. Что вам можно делать во время полета? Допустим, можно ли музыку включить? Когда мы отдыхаем, когда там они на рабочем месте, конечно, мы можем включить себе там музыку в наушниках, это да, не запрещено. Но А здесь можно? Ну, нет, конечно, потому что мы ж летим, контролируем, мы слушаем связь, смотрим за приборами, то есть мы не отвлекаемся, мы не просто сидим здесь, а наблюдаем и контролируем процесс полета. А есть ли здесь у вас связь, интернет? Как Нет, вы... интернета здесь нету. А как вы обмениваетесь сообщениями, допустим, если очень долгое расстояние и нужно там с близким связаться? Ну, вот 10 часов мы не в связи, а потом прилетел, подключил телефон, роуминг или там сеть Wi-Fi и связался. А между собой только специальная связь, рации? Между собой в этом... Вот у нас есть гарнитура. Наушники? Да, мы Ага. одеваем наушники, и у нас вот нажимаем это, мы на внешнюю связь выходим, это связь с диспетчером, а вниз нажимаем это внутри самолета. Каждый, кто в наушниках, он будет слышать все, что разговаривает. А как вы ориентируетесь в небе, особенно вот ночью? Какие здесь приборы отвечают? Ну, вот у нас авиагоризонт, вот по нему ночью в плохих условиях мы ориентируемся. То есть вы смотрите туда или Не-не, смотрим на приборы. исключительно на приборы, Конечно, да? да, по приборам. Ночью, да, по приборам. А как не столкнуться с другим самолетом? Мы летим на разных высотах относительно курса. И также у нас есть прибор ТКАС, который смотрит за другими самолетами. И в случае какой-то ситуации он может выдать нам информацию о действиях для предотвращения столкновения. Ну и диспетчер тоже смотрит, и у него есть свои коридоры, где он пускает самолет. Он может нас, если мы там идем на каких-то садящихся курсах, может сказать поменять высоту или сказать, вот вы возьмите курс какой-то там вправо, там, например, 10 градусов, а тому тоже другой курс или изменение высоты. Ну, Мрия же габаритная, у нее больше времени займет изменить там, направление или высоту, нежели какому-то Боингу. Да не. Нет, это Не-не-не-не. миф, то, что она такая неповоротливая. Миф, конечно. Ну, миф. Ну, когда она тяжелая, то есть, может быть, на больших высотах, если там набрать, то она будет, конечно, набрать высоту, она будет и будет большая, и жаркая на высоте, то она будет не с большой вертикальной скоростью набирать. А так, когда пустой самолет, и он это как истребитель. А ветер важен для Мрии? Ну, как для любого самолета, есть ограничения для посадки, взлета по ветру, руления на полосе. Вот и все. То есть ничего такого особенного нету. Были ли у вас на практике какие-то форс-мажоры? На Руслане было несколько лет назад помпаж двигателя на взлете на скорости принятия решения в Бельгии, в Остенде. Так, а теперь помедленнее, чтобы было понятно. Ну, во время разбега скорость принятия решения, то есть это до той скорости, которую мы, или во время какого-то загорания красных табло, там, какого-то отказа, мы прекращаем взлет, или после этой скорости мы продолжаем. Как раз на этой скорости у меня произошел помпаж двигателя номер 2, и мы прекратили взлет. Остановились безопасно и зарулили на стоянку. То есть где-то это порядка 245 км в час было произошло.
И что, потом сделали ремонт, и вы улетели? Или как это было? Потом там свои процедуры, у нас техническая бригада, в итоге привезли двигатель и заменили двигатель. Любители самолетов видели видео, как Мрия садится в тумане, да, и вы как раз были внутри Мрии. Да, ну, внутри за штурвалом. Как вы садились, если туман? Вот на что? Вот только на приборы ориентировались? Ну, да, по приборам, да. Мы по курсу глиссадной системе заходили, по приборам смотрели, далее там есть высота принятия решения, смотрим, видим огни приближения, принимаем решение о посадке. А бывает такое, что Да. нельзя садиться, если Бывает, если туман? не видно никаких ориентиров, ни огней, ни полосы, подлетели к высоте принятия решения, ничего не видно. Одно правильное решение — уход на второй круг. Повторный заход или уход на запасной аэродром, там, где хорошие метеоусловия. А если везде плохие метеоусловия, тогда Ну, что, просто нужно летать? Ну, везде плохие — это такое, мы еще перед полетом смотрим, если где-то есть плохие, берем там не один запасной, а 2 запасной, там, где прогноз которого будет, прогноз погоды лучше. А так, да, мы можем также стать в зону ожидания, подождать улучшения, если будет тенденция к улучшению погоды. Туман — это плохое условие для посадки. Что еще может быть плохим условием? Ну, туман — это как бы... Ну, большой ветер, сдвиг ветра. Сдвиг ветра, то есть это резкое изменение ветра вблизи Земли, то есть она может быть как по горизонтали, как по вертикали, то есть это очень опасно, и может быть такое, что тоже самолеты часто уходят на второй круг там, для повторного захода. А у вас часто бывает такое, что приходится уходить на второй круг, либо менять место посадки? Не часто, но как бы, если это нужно будет, то, конечно, выполним эти действия. А что будет, если в Мрию попадет молния? Ничего такого не будет. Самолет имеет статические разрядники, то есть молния попадает в самолет. И много случаев, когда продолжается полет и безопасно экипаж совершает посадку, то есть никаких если это для груза или для пассажиров, для экипажа, никаких таких увечий ничего не наносит. А когда самолет находится в зоне турбулентности, это опасно? Ну, это лучше как бы сказать, туда не попадать. Может быть, если это какая-то сильная турбулентность, то, конечно, может быть очень сильно забросить самолет там по высоте. Просто для этого нужно запросить там смену эшелона, то есть высоту полета, или там сменить курс. Ну, обычно это, если это не грозовая деятельность, а мы просто летим там в чистом небе, может, попали в какую-то струю, которая там проходит. Вот сейчас же на прошлой неделе был очень сильный над Европой ураган. Ну, там ураган, там ветра. И мы вот летели тоже там на Ан-48 в Европу. Так пришлось несколько эшелонов, то есть смена высоты вниз там на 1500 метров снизились, и сразу же все стало спокойно, и все. А какая у вас инструкция, если у Мрии откажут все двигатели? Там есть определенные действия, которые нужно будет выполнить на разных этапах полета. Это может быть случиться на взлете, отказал двигатель, во время разбега, во время там снижения на эшелоне полета. То есть принять правильное решение и действовать согласно руководящих документов просто. То есть тех книг, которые у нас прописаны. Даже достал, там отказ двигателя, то есть обработать нужно двигатель, там выключить генератор, там отборы двигателя, действия, то есть это все занимается бортинженеры, выключить его, то есть продублировать выключение, доложить диспетчеру, принять решение там о продолжении полета или посадке на аэродроме, ближайшем запасном. Думаю, что многие слышали о случае посадки самолета на Гудзон, когда птицы попали в двигатель. Если такое произойдет с Мрией, что будет? Ну, все, что это зависит, попадет в двигатель, там, перестанет он работать или нет. Ну, то есть действия тоже прописаны в случае этого, и нужно выполнять инструкции. Вы 1 апреля оказываетесь в Гостомеле. Что вы видите здесь? Видно, что буквально вот вчера, отсюда ушли рашисты. Разруха,
серость, печально. По-моему, погода была такая тоже немножечко, дождь накрапывал. Ну, полное уничтожение всего, с чем я работаю с 93-го года, с чем вот эти почти 30 лет каждый день сталкивался, видел, что это все уничтожено, и уничтожено ну, практически с какой-то злобой и ненавистью ко всему украинскому. Вот, то есть печальную картину увидел. Сколько было сотрудников в Гостомеле на момент вторжения? Я предполагаю, именно уже на момент сам вторжения, это, насколько я знаю, от руководителей, которые потом тоже я созванивался, 150 человек осталось уже при захваченном аэродроме. Это они находились в бомбоубежище у нас здесь на территории. Ну и затем их освободили благополучно, все остались живы. Это самое-самое главное. Сколько они здесь просидели? Месяц, получается? Или Нет, чуть нет, меньше? это первый день. Это в первый день, 24 числа, их освободили. Остальных, честно говоря, я не знаю. Были еще, да, что в городке кто-то был, в военном рядышком здесь, в подвалах были люди, и, как бы, вот можно сказать, что в заточении. А именно на территории аэродрома, вот на территории здесь, я думаю, что, может, единицы какие-то были. Я не знаю судьбу пожарников, не знаю судьбу пограничников, таможенников, как они разошлись. Но единственное, что я точно знаю, вот летный состав, который с утра был здесь на работе, и мы теоретически готовились перегнать оставшиеся самолеты, но уже пространство воздушное закрыто было. Летный состав весь до 12 часов, когда прилетел первый вертолет, покинул эту территорию. А что вам сотрудники вот сейчас рассказывают, которые были здесь? Много людей погибло. Единственное, что точно знаю, из наших людей, летная служба, летный состав, все живы, здоровы. Это очень хорошо. Мы можем теперь продолжать работу на наших самолетах, которые сейчас базируются в Лейпциге. А вот у вас здесь стояла машина. Вы ее в итоге нашли? Что с ней случилось? Да. Ну, так получилось, я 22 числа попал в больницу, и как думаю, а машина, в городе, прям там, откуда меня стояла, позвонил своим товарищам, говорю, заберите машину, наверное, в Гостомель, там надежней будет. И они ее 22 числа сюда привезли, в Гостомель. Ну, тут она мне дня 3 сигнализировала о том, что когда взрывы, потому что сигнализация срабатывала. Вот, и потом числа 27-го она последний раз дала о себе знать, и все, уже тишина. И она, и все машины, которые здесь находились, все были сожжены. Так, хорошо, то именно подожгли, потому что сгорело практически все, чуть ли не металл поплавился. Основательно поджигали, так же, как и самолеты. Ну, где среди этого металла ваш, вы уже не узнаете. Узнал, вот 1 числа. Я потом просматривал кадры, то что снимал все, что я иду в GoPro, я ее не увидел. Потом уже просматривая кадры, нашел. Она была в другом месте, стояла, заревшая. Я даже подумал, что ее вывезли, может быть, куда-то. А так, нашел, все нормально. Сняли с учета благополучно. Вот. Так что, ничего. Самое главное, что все хорошо, все живы-здоровы, а машина это такое дело. Это... Ничего страшного. Пилот – это высокооплачиваемая профессия? Все относительно, да, все относительно. Для кого-то высокооплачиваемая, наверное, для кого-то нет, но высокооплачиваемая, я считаю, да. Отличается ваша зарплата от того, когда вы летали на Руслане, и вот сейчас, когда стали командиром МРИ? Это не так значительно она отличается. Да, отличается. Вам нельзя называть, да, сколько вы зарабатываете? Не то, что нельзя, это просто не сказать, что это тайна, но такой цифры нет. То есть каждый зарабатывает там, заработок идет от налета. То есть от количества часов, Да, которые вы проводите на да. работе. Вот если сравнивать с зарплатой пилота пассажирского рейса, у командира МРИ она больше? Больше. А как часто вам нужно сдавать экзамен на подтверждение квалификации? Тренажер нам нужно проходить раз в полгода,
определенную проверку, некоторую проверку раз в год. Нужно каждый год нам сдавать экзамены теории английского языка, некоторые там курсы разные могут быть, безопасность авиационная, CRM, ну и другие там, вот, тут тоже просто железо самолета, ну, на тех, на котором мы летаем, там Ан-124, как для меня, 225, Ан-148. А какие должны быть медицинские показания, чтобы быть пилотом? Ну, мы каждый год проходим в сертификационном центре медицинское обследование по первому классу. То есть, ну, и там врачи смотрят то, что нужно по документам. А когда, помню, поступал я в 2004 году в НАУ, то ездил в Жуляны и проходил, то есть это меня медицина, то есть там проверка была такая тщательная всего организма, заняло где-то порядка недели. А вы считали, сколько времени вы проводите за границей? За границей, ну, я, если честно, так не считал, ну, командировки могут быть разные, то есть, может быть, это на несколько дней улететь, может быть, это месяц. Ну, что максимально у меня было такое, что я 47 суток был в командировке. Есть ли какие-то странные заморочки у пилотов? Ну, никогда не говорить последний, все время крайний. Такое, что тоже у меня там знакомые, которые тоже уже привыкли, бывало, там кто-то говорит, я говорю, нет, крайний. Ну, много знакомых, которые тоже со мной разговаривают, все время уже употребляют это слово. Что вам больше всего не нравится в вашей профессии? Мне все нравится. Вот прям все идеально? Ну, как идеально это что-то такое, ну, у меня нет ничего такого выделить, что мне не нравится. То есть, меня все устраивает. Что бы вы посоветовали людям, которые страдают аэрофобией? Летать на самолете. Летать и страдать? Не, ну, я, если честно, таких людей... Хотя, вот даже с женой даже, да, она тоже так... Летим там в отпуск, самолет идет в крен, смотрю, так руку сжала. То есть вроде какая-то боязнь есть. Ну, просто расслабиться и наслаждаться полетом. А вот что будет с этими остатками? Пока еще, я думаю, что до конца не решено. Здесь еще сейчас производится съем всех уцелевших агрегатов. Далее сложно сказать. Вот в этом и заключается сейчас, пока идет война, пока она не закончится, естественно, о строительстве чего-то нового не идет разговор. Но сейчас необходимо принять решение, а что мы будем делать после окончания войны. Естественно, нужен создание проекта, к примеру, новой МРИИ. С какой целью? Для того, чтобы понять, а кто будет участвовать в ее разработках. А участвовать это будет весь авиационный мир, и с ним надо сейчас уже работать. Спрашивать, могут они помочь в создании каких-то систем. Это все авиационные большие компании. Это Boeing, Airbus, Embraer и многие другие, кто занимается авиационной промышленностью. Создание вот этого проекта, который, когда создадим проект, уже будет понятно, не будет разногласий ходить по сети, а сколько же это стоить будет? Потому что, ну, то, что весной говорили, это вообще ни в какие ворота не лезет. 800 миллионов-3 миллиарда. Ну да. Ну, когда вот такое идет разбежность такая в этих цифрах, то это говорит только об одном, что здесь что-то нечисто. Поэтому сейчас в сети осталось пока только 800 миллионов. Ну и 800 миллионов это тоже, я считаю, что много. Почему? Потому что раньше, когда как бы не стоял такой остро этот вопрос создания, шли разговоры, что второй экземпляр можно там и 150 миллионов, было 200 миллионов. Для того, чтобы сейчас реально оценить, нужен этот проект. Проектом можно и сейчас заниматься. Вот это, как бы, вот это я вижу в этом основную задачу. Но эта МРИА, если верить информации в интернете, она стоила от 200 до 250 миллионов, да? Ой, я точно сказать, это все, что оценивалось, как мы сказали, создавалось первоначально она в Советском Союзе, там никто вообще никак не оценил. Я думал, создавалось и создавалось. Возможно, какие-то можно было дать оценки. Восстановление самолета, я тоже не скажу вот этой цифры, сколько в 2001 году обошлось оно. Потому что это была кооперация с Запорожским заводом, Мотор Сич и Прогресс предоставили нам все 6 двигателей. И вот мы в кооперации с ними как бы создали, тогда восстановили самолет.
Я, честно, не знаю. Сейчас цифра, опять же, где-то звучит, я там тоже не знаю, разрушение МРИ и стоимость, какая-то там цифра тоже гуляет. Я тоже не вдавался в ее подробности. То есть нам надо думать о будущем, а не о том, как там было уже. Что произошло, то произошло. А вот сколько времени займет восстановить МРИ? Вот, если сейчас мы правильно бы использовали вот это время до окончания войны, провели все подготовительные, все потенциальные производители, кто может участвовать в этом, уже были готовы к тому, что начать эту работу сразу после окончания войны, то я думаю, что 1,5 года, 2 года это максимум. Да, прям на новом МРИ? Да, а что, она... Второй экземпляр, фюзеляж, вот это все, это есть, крыло есть. Нам необходимо вот эти все системы. Системы, вот это я говорю о том, что как все системы внутрь как бы разместить, имея уже предварительно проработанный проект, все чертежи и все, это вот именно на это, наверное, уйдет такое время. А вот если бы не было второго экземпляра? Тогда это практически невозможно было. Потому что то, чем мы сильны, это вот производство вот этого планера, конструкции, были всегда сильны и сильны сейчас. Даже вот сейчас на предприятии мы сделали 3 фюзеляжа Ан-178 по заказу армии. Вот, они есть, существуют. Это мы, даже в это время это мы сделали. Но этот самолет, как создавался тогда всем Союзом, и такие основные силовые части создавались на Ташкентском заводе имени Чкалова Топович. И там выливался специальный станок был, которого уже сейчас, естественно, нет. И вот эта силовая часть крыла и центроплана делалась. Вот это, я не знаю, для создания такого завода, такого станка по новой, это было бы в раза в 3-4 дороже. И тогда действительно вопрос станет о целесообразности этого дела. И сейчас многие говорят, а зачем восстанавливать? Это экономически невыгодно. А никто не говорит, тут про экономику уже сейчас никто не говорит. МРИю, я считаю, надо восстановить ради того, что это наша мечта, в прямом смысле слова, это гордость Украины, гордость всего мира. Поэтому, если с нуля начинать, наверное, это очень-очень сложно. Слева командир, по левому борту, справа второй пилот. Также находится вот место штурмана, инженера, второго бортинженера и место радиста. То есть каждый выполняет свои действия на разных этапах полета. Пройдемте дальше, покажу вам, где мы во время полета отдыхаем. И если аптечка, да, здесь? Да, аптечка, там все. Здесь дверь не закрывается. А здесь кто сидит? Здесь борт-оператор сидит. Да, здесь прям как этот. Да, здесь вот у нас место отдыха, то есть как в поезде, в купе. Да. Лево-справа, верхняя откидывается одно купе, и следующее вот второе, такое же идентичное. Телефон, это можно позвонить? Это связь с экипажем. То есть можно послушать, там, о чем они говорят, спасательные жилеты. Здесь вот туалет, о котором мы говорили, что уже... Уже есть, да. Это кухня, да, то есть печка, там чай можно приготовить, кофе, холодильник вот здесь. Есть какие-то правила по поводу еды, вот как на пассажирских Боингах, что пилоты должны есть разную пищу, чтобы там никто не отравился? Конечно, да, разную пищу, и мы же так же самое в кетеринных компаниях в любом аэропорту, когда нам нужно, мы заказываем себе, да, нам приводят, взять на весь экипаж, на нас, на техническую бригаду, то есть... А с собой можно что-то брать? Да, можно. Там, гречку, котлеты свои. Да, когда с дома вылетаешь, да. Мы же можем там и месяц быть в командировке. Да, вот здесь гардероб, то есть для размещения... Прям гардероб? Да, вот можем... Вот видите, вот плечики, все дела. Подушки, а это что у вас здесь? Здесь просто ящики там для каких-то там запчастей, может,
инструментов. Ну, это более, знаю, там, техническая бригада. Это тоже То есть место? это чем он отличается тоже Мрия от Руслана, что вот это на Руслане сразу же мы зайдем вот как сюда в техотсек. А тут у нас еще дополнительное место для размещения каких-то там есть. Для отдыха тоже можно посидеть. А техотсек, это там инженеры тоже летят? Не-не, это просто вот какие-то, как сказать, не датчики, а блоки, которые там работают. Пускай будут как мозги. А если попадаете в зону турбулентности, то здесь все летает, получается? Или она настолько большая, Не, ну у нас, она устойчивая? как, здесь все закреплено на местах, и даже если здесь есть какие-то наши вещи, у нас есть специальные там сетки, и мы все это, конечно, в полете фиксируем для безопасности. То есть нет такого, Да, что нету здесь... такого, что здесь просто так все валяется, и все. О, у вас же нет человека, который как стюардесса? Нет. Вы говорите, мне кофе, пожалуйста. Да, сам пошел, сделал. И один пилот остается, второй идет. Или вам нужно сказать, подойдите, пожалуйста, я хочу выпить кофе. Не, ну мы сидим два, то есть у нас как бы 3 пилота, один отдыхает. То есть, да, ну, все время минимум один должен сидеть, а эти меняются второй с третьим. Главное, чтобы не вылить. Ну, не какие-то такие, не во время взлета, не во время там захода на посадку, посадки. А когда простой 10-часовой горизонтальный полет, почему не выпить кофе? А это у вас здесь все не курят? Конечно. А если кто-то электронные сигареты? Мы ж не курим. А кто, допустим, мусор выносит, убирает? Это в каждой стране какая-то своя служба? Да, или... мы можем вызвать клининговую службу, а также у нас есть там на борту пылесос, веник, можем сами попылесосить. То есть вы здесь полностью самостоятельные? Да, самостоятельные, да. Ни чай, ни кофе, ни еду подогреть? Стюардесс нету. В одном из своих видео вы предположили, что у рашистов был список техники, которую нужно уничтожить, потому что иностранные самолеты не пострадали. Ну, это такой очень пример. У нас рядом с Ан-22 стояло 3 самолета. Это на всех спутниковых снимках видно, и это не секрет никакой. По порядку стояли Ан-26, потом стоял Ан-140 и Ан-28. К моменту, когда подошла очередь их уничтожать, ну, я могу предположить, Ан-140 оттуда срочно убрали. Настолько срочно убирали, что хвост, ну, тянули, потому что им некогда было куда-то далеко оттягивать. Хвост в крыле Ан-22 остался, этого Ан-140. Вот, но убрали. Значит, я могу предположить, почему убрали. Потому что у них не было написано, что Ан-140 надо уничтожать. Ну, другого объяснения просто не вижу. Ан-28, действительно, у нас был Ан-28 наш. Но он стоит, вот здесь вот сейчас стоит, в этом ангаре. А они то ли не совсем такие осведомленные люди были, что не поняли, что тот Ан-28 не наш. Ну, вот как бы вывод напрашивается так. Я, опять же, не утверждаю, что именно так оно было, но вывод практически на 99% такой. А у них могли быть здесь посредники, получается? Или эта информация есть в открытом доступе? Во-первых, эта информация есть в открытом доступе, но я могу предположить, что какие-то коллаборационисты, возможно, были, потому что там есть... Вот мы на 4-м этаже базируемся, летная служба, и там они всякие укрепления создавали. И одна из пачек наших набранных, бумага наша отчетная, старая, там лежали, они были перевязаны, уложены в оборонительные их сооружения, и написано было, что это из штурманской. А мы штурманской, там штурманской уже лет 10 нету, но люди как бы бывалые знают, что это вот помещение, где они лежали когда-то, называлось штурманской. Ну, вот так, такие мелочи, что, возможно, и были люди, которые как бы... Вызывают подозрения. Я хотел сказать, свои люди, они, оказывается, абсолютно не наши. Ну, тоже, кто это пусть занимаются соответствующие органы, смотрят, исследуют, насколько хватит сил.
Сколько у вас в целом было уничтожено техники рашистами? Вот именно на предприятии Антонов? Я только как бы отмечаю то, что наше живое. Я сказал, что вот Ан-26, Ан-28 не наш, я не называю просто. Наш Ан-26, Ан-74, очень сильно поврежден Руслан, ну и Мрия. Это такие самолеты, которые реально летали, которые нам помогали работать. А вы мне рассказывали, что они уничтожили даже какой-то музейный экспонат? Да, у нас там в ряду, где стоят старые самолеты, Ан-72П, он раскраски такой военный, пятнистый. И почему-то среди всего прочего, это тоже, соответственно, видно и на спутниковом снимке, его подожгли, и он уничтожен. Непонятно, вот зачем самолет, который уже никогда бы в жизни не полетел, его тоже уничтожили. Значит, кому-то он не понравился. А вот вы сами учились в России и говорили в одном из своих видео, что за штурвалами самолетов, которые бомбили конкретно и Гостомель, и, в принципе, Украину, могли быть люди, с которыми вы учились. Это вы какие-то свои личные исследования провели? Нет, я могу предположить, у военных, уже давно на пенсии всех, кто моего возраста, уже так, они уже у военных практически не летают. Они могут руководить. Я точно знаю, что командующие там, это из моих выпускников, и они на службе в этой рашистской армии находятся, и они отдают эти приказы. И там 100%, что в самолетах, которые запускали ракеты, это Ту-22, Ту-95, там могли быть выпускники того училища, где я учился. Конкретных людей, так, чтобы с фамилией? Нет, они совершенно в феврале пропали с поля зрения. Я с кем-то общался, переписывался. Были такие, учились, и все эти годы поддерживали отношения. Там 2-3 человека полностью ушли с поля зрения и не показываются. А многие, особенно на начальном этапе, в комментариях к моим видео много гадостей писали. Ваши одногруппники? Они редко, то есть их же еще надо определить, что это он. И было такое пару случаев, что да, по имени, фамилии я мог предположить, что это они. Тут, к сожалению, и даже среди нашего коллектива тоже там очень неоднозначно к этому всему отнеслись. Как сейчас выглядит ваша профессиональная жизнь, и когда вы вернулись в авиацию? Я вернулся довольно-таки быстро, потому что у меня 3 детей, и у нас же остались самолеты за границей, и я выехал на первых числах марта за границу и попал в Германию. Там через некоторое время, потому что люди, те, которые летали, их нужно было менять, налеты, рабочее время, у кого-то какие-то документы заканчивались, кто-то по возрасту прекратил свою деятельность. И я приехал с семьей и начал летать. И сейчас вы работаете в Лейпциге? Да. На Руслане? Да, у нас остались сейчас Русланы, и вот мы на них летаем. Вы после деоккупации еще не были в Гостомеле? И в Гостомеле, был уже в Киеве, да. И в аэропорту Антонов? Не, в аэропорту Антонов не было. Я был на учебе, проходил курсы. В аэропорт Антонов так, к сожалению, не попал. Хотелось бы, да, посмотреть. В следующий раз поеду, посмотрим. Не получалось из-за времени или морально сложно? Может, это где-то и то, и то. Наши пилоты сейчас востребованы в Европе? Как я слышал, то есть наших пилотов берут сейчас, имея там тип, они берут с тем условием, что они через время, там у них есть определенный год-два, что они сдадут на эту европейскую лицензию. Как вы думаете, быть капитаном Мрии – это пик карьеры пилота? Это вот высший пилотаж? Это ж командир, есть старший командир, есть инструктор. То есть есть к чему расти. Высшая точка роста для вас – это инструктор? Да, наверное, инструктор, да, экзаменатор. Прям так, чтобы принимать экзамены. Да. Вас же хотели уволить. В итоге уволили или нет? Без моего ведома, как у нас довольно сложный этот процесс, а тут, оказывается, все быстро. Я узнал, что меня уволили только тогда, когда меня уже восстановили. Так получилось, что
я сказал именно о том, что сейчас что, почему не... Меня спрашивали, то есть почему я тогда на своем канале выступил. Просто мне вопросы задают, так почему же самолеты не улетели? Ну, вот задают. Ну, я ответил, почему не улетели. Говорю, не было принято решение. Ну, и тут началось. На следующий день меня сняли с должности, это я знал. А через неделю уволили. Ну, потом через неделю восстановили. Вот так. Все стремительно шло, все нормально. Поэтому я сейчас продолжаю также работать, летаю. Когда в Лейпциге нахожусь, то есть по всему миру, то есть как бы работа осталась такого же характера, как и раньше. Ну, может, больше с учетом того, что мир оказывает помощь Украине, и мы тоже в этом участвуем. Ну вот раньше, если я не ошибаюсь, вы проводили 265 дней в году в небе. Был у меня этот самый-самый такой напряженный год был. Это как раз где-то вот 2004-2005 год, когда мы активно помогали и летали в Афганистан, в Ирак. Вот. И тогда много работы было, действительно так. Сейчас я получаю, что я, 3 месяца буду находиться в Лейпциге, и 1 месяц здесь. Потому что тут учебы надо все равно проходить, тренажерную подготовку, медкомиссию проходить надо. Поэтому сюда не просто так приехать. Ну, получается, что все равно больше половины года я буду в отрыве от Украины. Ну уже сейчас сколько будете летать? Летаю 3 месяца, но это не значит, что там каждый день. Это тоже там, насколько есть работа, насколько самолеты исправны, потому что самолеты не все сразу одновременно летают. Одни находятся на регламентных работах, это тоже необходимо. Это вы на Руслане сейчас? На Руслане, да. Ну, у нас из большого разнообразия самолетов у нас остались только Русланы, все. Поэтому вот такого нет. Если у нас, например, были маленькие самолеты, у нас была возможность учить молодежь, готовить для того, чтобы потом в дальнейшем их довести до уровня, чтобы начинали летать на Русланах. Ну, к сожалению, сейчас пока этого нет. Но, надеюсь, мы восстановим Ан-26, который у нас находится в Киеве на заводе. И будет у нас опять техника, на которой мы сможем учить молодежь, и помогать полетам Русланов. А вот такой вопрос. Украинские пилоты сейчас самая востребованная цель для российских военных, и они очень часто гибнут. В теории такой опытный пилот, как вы, может переквалифицироваться в военного пилота? Я так как по образованию, когда учился, я учился как транспортный пилот, то есть у меня не было опыта полета на истребителях, но у нас есть пилоты, которые пришли с истребительным образованием, и бывших истребителей не бывает, они остаются ими все равно на всю жизнь. Вот. И поэтому тех, кто учился, у нас есть летчики, которые в Черниговском училище учились, и летают, знают, вполне могут. Но все равно просто так вот здесь сейчас сесть и начать выполнять боевое задание какое-нибудь, это не просто. Должен быть, восстановление какое-то. И опять, вспомнить и набраться опыта выполнять это. Иначе ничего хорошего не получится. А я просто теоретически взлететь, сесть, наверное, да. А что-то другое делать, это абсолютно нет. Это нужно переучиваться? Да. И для этого нужно быть значительно моложе и, в общем, другой квалификации быть, да, чтобы это сделать. Сколько времени займет, чтобы восстановить полностью работу предприятия «Антонов» вот в Гостомеле? Гостомель тоже хорошая. Эти мысли всегда мне приходят, что восстанавливать надо не просто залатать дырочки и попытаться что-то тут сделать. Здесь надо сейчас опять тем же самым заниматься, начать создавать проект этого всего аэроузла. Аэроузел очень удобный.
потому что и аэродром большой, территория прилежащая есть, использовать для построек каких-то. То есть здесь должен быть создан для привлечения средств инвестора, надо предложить создать здесь грузовой терминал, с целью, чтобы любой тип самолета мог прилетать, обслуживаться здесь у нас. Сделать небольшой пассажирский терминал, чтобы и пассажиры могли летать. Мы недалеко от Киева находимся. И здесь же, опять же, за счет инвестора, всего общего проекта, мы и восстановим и свою летно-испытательную базу, на которой будем продолжать в будущем проводить испытания, как и везде. Очень хороший пример такой совмещения вот этого всего вместе на одном аэродроме. Это аэродром Тулуза, там, где производят Airbus'ы. Вот. Там гражданский порт, там много грузовых самолетов. И там же летно-испытательная база компании Airbus. Кто вообще вызвался помочь, кроме этого миллионера Ричарда Брэнсона? Ричард Брэнсон, по-моему, он приехал, и я не знаю, честно говоря, чем там, были ли переговоры, в каком плане они говорили. Информации вот такой открытой и точной я нигде не нашел. То есть так, чтобы кто-то прям точно дал деньги, развивайте, я понимаю, делайте. но деньги ж нужно давать не просто так, пришел, деньги, там где-то потратьте их куда-то. Я говорю, для этого нужны хоть какие-то проекты или деньги на создание проекта, чтобы решились начать это делать. Но я думаю, это в наших силах сейчас самим взять на себя такую ответственность и создавать проекты. Не ждать, пока из офиса президента позвонят. Им на данный момент есть чем заниматься 100%. Поэтому надо быть инициативным, с пламенем в груди, с горящим взором и вперед и работать. Что это сейчас делает там? Но это не дятел точно. Значит, сейчас они там работают по съему. Там же внутри много-много всяких агрегатов, которые совместимы и с руслановскими агрегатами. И они же остались целы. Их снимают с целью того, чтобы потом в дальнейшем использовать в других целях. Может быть, вот когда мы сделаем проект «Новой Мрии», что-то использовать и в «Новой Мрии» может будет. Ну, ребята, у кого есть идеи, у кого есть образование, пишите. Вдруг кто-то из моих подписчиков предложит проект. Сейчас такая молодежь хорошая. Да, и тем более, я не знаю, но это было, наверное, случайно. Институт, по-моему, строительного направления, я не помню, как он точно называется, выпускница сделала проект на основе именно нашего аэропорта, но пассажирский аэропорт. Но это уже шаг к тому, что есть. То есть люди, есть таланты, есть все. То есть надо их просто поднять, и чтобы они так раскрылись, как Илон Маск, Брэнсон. И вчера как раз просто смотрел фильм о создателе Facebook, Цукерберг, да, по-моему, да. То есть это годы, это 2002, 2003, 2004, как он просто так вот студент, и вот он, идея появилась, и вот он ее воплотил в жизнь. Поэтому сейчас для талантов и для желающих очень большое поле деятельности, чтобы поднять нашу страну и вывести на новый уровень. Но я надеюсь, что поддержка сверху обязательно будет. Просто такая большая надежда, такое желание. Мрія – це дійсно символ могутності та незламності українців. Але як би цинічно не звучало, мрія – це лише літак. Окупанти думали, що якщо вони знищать наш символ, українці впадуть духом. Але скільки би символів не знищували окупанти, українці незламні. Фізично мрію ми відбудуємо. А українська мрія буде жити доти, допоки ходить хоч один українець по землі.